Волк лежал у странной сумки и никого к ней не подпускал. Егерь сначала подумал «добыча». Но зверь не нападал, а будто охранял ее. Когда мужчина все же решился заглянуть внутрь, он не выдержал и упал на колени. Старый егерь Степаныч знал в своем обходе каждый куст, каждую тропинку, каждый поваленный ствол. Лес для него был как открытая книга. Но одно место он всегда старался обходить стороной — урочище «Мертвая Падь». Слишком уж тяжелой была там атмосфера. После страшного пожара много лет назад от леса остались лишь черные обугленные остовы деревьев. Даже птицы туда почти не залетали, а по утрам над землей стелился густой липкий туман, будто скрывающий что-то от посторонних глаз. Но однажды все изменилось. Уже несколько дней подряд возле кордона появлялся волк. Старый, осторожный, он не нападал и не подходил слишком близко, но и не уходил. Он словно ждал, смотрел, и каждый раз, заметив Степаныча, медленно отходил в сторону леса, будто приглашая следовать за ним. Старик сначала не придавал этому значения, но на 4-й день понял — это не случайность. Взяв ружье, он все же пошел за зверем. Волк вел его долго. Через заросли, через поваленные деревья, все глубже в лес, туда, где начиналась Мертвая Падь. Чем дальше они заходили, тем тише становилось вокруг. Даже ветер словно замирал. Наконец, волк остановился у края глубокого оврага, размытого недавними дождями. Степаныч подошел ближе и увидел его. Зверь стоял на краю обвала, не рычал, не скалился. Он лишь смотрел, внимательно, почти по-человечески. А у его лап лежал странный сверток, весь в грязи и обмотанный старой, почти истлевшей тканью. «Ну что, Серый, что ты тут нашел?» — тихо пробормотал Степаныч, приподнимая ружье. Но волк лишь глухо заскулил и, прихрамывая, отошел в сторону. Он не убегал, просто уступил место. Старик насторожился. Такое поведение было странным, слишком странным для дикого зверя. Он медленно подошел к свертку. Земля вокруг была недавно обрушена, видимо, дожди размыли склон, и то, что лежало внутри, только что показалось наружу. Степаныч наклонился и поднял находку. Ткань рассыпалась прямо в руках. Под ней оказалась старая кожаная сумка, потемневшая от времени и сырости. Он замер. Слишком знакомой она показалась. Сев на поваленное дерево, старик осторожно открыл застежку. Та поддалась не сразу, будто не хотела раскрывать свою тайну. Внутри лежали документы, пожелтевшие письма и старые карманные часы. Руки у Степаныча задрожали. Он развернул один из документов и будто перестал дышать. Там было имя, которое он знал всю жизнь. Это был его отец, тот самый, что ушел на войну и не вернулся. Тот, о котором в доме говорили шепотом, тот, кого ждали десятилетиями, надеясь хоть на какую-то весть. Степаныч медленно опустился на колени прямо в сырую землю. Письма дрожали в его руках. Он прижал их к груди, словно боялся, что они исчезнут. Все стало ясно. Здесь, именно здесь закончился путь его отца. И только сейчас, спустя столько лет, лес решил вернуть правду. И сделал это через зверя. Старик долго сидел молча. Вокруг стояла тишина, глубокая, почти звенящая. Когда он поднял голову, волка уже не было. Лишь следы на влажной земле напоминали, что это не было видением. Степаныч посмотрел на часы. Они были старыми, потертыми, но стрелки все еще двигались. Словно время не остановилось, словно кто-то ждал этого момента. Он тяжело поднялся, бережно убрал находку и еще раз оглянулся. В тот день он не сделал ни одного выстрела, потому что понял, в лесу нет случайностей. Иногда он забирает, а иногда возвращает. И порой самым неожиданным способом.